Вот. Ну что, у нас уже собралось больше? Да. Вот, тогда Нету можем чая. начать. Угу. Что вы хотите сегодня сделать? Давайте проголосуем. Давай что-то такое прям классное. Какую-то такую медитацию. Оль, ты тут? Я тут. Угу. Мне что-то в голове, знаешь, как-то практику благодарности, вот это вот что-то на меня сидит. Не знаю почему. Ну Как хорошо, вариант. давайте начнем. У вас там есть чай, там что-то, чтобы выпить? Нету ничего. Пуэра. Нету чая. Плохо подготовились. Плохо. Всегда нужна чашка чая, потому что она стабилизирует сознание. Ну или кофе, там какая разница. Для Хорошо, разнообразия можно и чая. Будем готовы к следующему разу. Да, оно просто вот реально физически, то есть оно заставляет тело заниматься своими вещами, а в этот момент ум за этим всем наблюдает, а в этот момент вы можете свободно как бы себя ощущать без участия в этих двух элементах. Ну вот если помните, я когда-то тогда рассказывал у доски, когда еще вот эти, 5 занятий, что я проводил по энергии, они там как раз о том, что вот есть ум, есть тело, есть энергия. То есть 3 вот объекта, на которые постоянно наше внимание направлено. Пока оно туда направлено, оно отвлекается от того, чтобы быть сознанием. Когда в медитациях мы уходим в сознание, мы забываем об этих 3 элементах. Но проще от них отвлекаться, если, допустим, в этот момент тело переваривает что-нибудь, там, какую-то пищу, хотя бы такую легкую, там, или просто пьет воду, там, ум в этот момент может там о чем-то думать или просто наблюдать за этими процессами, которые происходят в теле. И тогда наше сознание как бы берет эту энергию и направляет на себя. И как бы любая практика делается тогда проще, легче, и, легче фокусироваться на себе. Ну, это так. Вот видишь, мы об этом никогда не задумывались. Надо было сразу сказать, я забыл просто это. Проблема, опять же, вот, когда ведешь какие-то занятия, в том, что то, что ты знаешь, кажется, что все знают. И типа сложно иногда вспомнить какие-то такие маленькие нюансы, которые, для тебя очевидны, ты там сел, это все там сделаешь, а надо было тогда всем предупредить, а ты забываешь вот эти моменты делать. Я такой прикол нашла. Я когда делаю кардио, я быстро расскажу. Я смотрю, на болт такой, на тренажере, чтобы не думать, что там время идет, и мне как-то время быстрее, не тяжело. Все время просто в одну точку смотрю. Конечно, мне кажется, что я буду казаться странной, но мне нормально. Да, все прекрасно. Какая странная? Вообще забудь слово странное, и все. Исключительное. Называй себя исключительной. Опять же, вот на то, что я с самого начала говорил, у тебя, как и у любого человека, исключительный путь, исключительное проявление. Ни у кого другого такого пути нет. Бог в тебе заинтересован точно так же, как в любом миллиардере, в любом человеке на Земле. Одинаково. Мы все короли, мы все нищие одновременно. Мы и червь, и раб, и кто угодно еще, и Цезарь. То есть это все в одном лице и все в одном состоянии. Мы меняем эти формы, но мы есть абсолют, который в этих формах спрятан. То есть какие бы одежды мы ни носили, там нарядные, ненарядные, это просто одежда, оболочка, форма, сосуд. То есть мы просто в него временно влились, как вода. Ее можно налить в стакан, можно в миску, можно в блюдце налить, куда угодно, но это будет одна и та же жидкость. Поэтому ты не странная, ты исключительная, божественная в своем проявлении. И все. Поставила себе задачу и выполняешь, какую хочешь. То есть мы пришли выполнять вот эти вот собственные задачи, миссии, которые мы в себе ощущаем. На таких же равных правах, как и все остальные. И с такого же одинакового одобрения, как и все остальные. Как это проверить? Очень легко. Мы живы, поэтому это возможно, поэтому это допустимо. Если бы это не было допустимо и невозможно, мы бы уже не были живы. То есть тут очень просто. Ты идешь не по плану, тебя просто выключают. Ты идешь по плану, ты продолжаешь существовать. Ты выполняешь какой-то план, тебя переводят на другое состояние сознания. Поэтому проверить, как ты движешься по линии своего продвижения своей личной, какой-то трансформации, очень легко. То есть ты живая, у тебя все хорошо, ты продвигаешься, значит, все правильно происходит с тобой.
Ну, опять же, Понятно. даже те же какие-то там болезни, это тоже, ну, форма общения с тобой. То есть иногда болезнь какая-то нужна только для того, чтобы человека немного притормозить. То есть в обычном состоянии он, например, мечется, не хочет заниматься там медитацией, чем угодно. И создается какая-то причина, которая заставляет его посидеть дома, чтобы он позанимался в этот момент медитацией. То есть это чисто вот способы общения с самим собой. То есть вот та структура, которая может создать нам любую болезнь или любую награду, она с нами так вот играет, как с эго, которая типа, блин, ну я хочу там награды, блин, я не люблю там болеть. То есть и она как с маленьким ребенком вот так вот по чуть-чуть играется. Тут его чуть-чуть похвалят, тут чуть-чуть там, не знаю, там ударит, обидит. Но это не надо воспринимать как обиду или как удар, это просто такая форма общения. Как вот, если замечали в животном мире, как вот мать, ну там, не знаю, взрослая собака с маленькой собакой, ну с щенком обращается, она может иногда его прикусить чуть-чуть. То есть, чтобы обозначить, что нужно не делать. То есть она немножко его раз за шею прихватит, как бы, и он понимает, ага, понял, сюда не надо идти, это лучше не делать. То есть и так вот нас и эта жизнь обучает. То есть мы в какую-то тему хотели уйти, нам там раз ударили по голове, мы стоп, понял, туда не иду. И уже мы как бы то место избегаем, двигаемся в том направлении. И вот если мы будем относиться к жизни как к обратной связи, тогда мы не будем ее воспринимать как врага, а будем воспринимать как вот нашу лабораторию для жизни, ну, для путешествий, исследования, там, чего хочешь. И оно как бы и в ощущениях это будет тогда доступно и очевидно. Ты будешь просто каждый новый мир, каждый новый день, ну, в кайф проживать. То есть ты там смотришь, там тот же самый монитор перед тобой, но он какой-то особенный. Там камера особенная, там тело особенное, ты там наблюдаешь, кайфуешь там в нем. Не боишься, типа, блин, смотри, я старею, там, ой, ужас какой, что со мной будет дальше. А наоборот, типа, ты видишь эти перемены, одни двери закрываются, другие двери открываются. То есть и ты не знаешь, где тебе лучше на самом деле будет. То есть мы не видим конечного плана этого всего, поэтому мы можем, ну, сомневаться по поводу правильности происходящих событий с нами. Но надо всегда смотреть чуть-чуть шире, выше, дальше. Вот. Такая вступительная лекция. Все правильно говоришь, все правильно, все в точку. Поддерживаю. Ну что, давайте начнем тогда. Я даже как бы иногда делаю такие эксперименты. Быстро скажу теперь я. Да, давай. Эксперименты такие делаю. Знаешь, вот предстоит какое-то там дело. Вот, ну, недалеко не буду ходить. Вот я сейчас в Ужгороде на Украине. Знаешь, ехала, надо было кучу вопросов решать, а я ничего не планировала заранее. Мне интересно было, как оно будет все развиваться. Знаешь, не жилье себе. И как-то оно так все сложилось. И сложилось даже лучше, чем я себе могла напланировать. Да. Ну, Делала такой эксперимент над своей. Такой, конечно, мне было стремновато, но, ты знаешь, я рада. Мы все время, ну, смотрите, у нас есть иллюзия, что мы ушли с материнской утробы, да, типа вот мы родились, и все, мы теперь в небезопасности находимся. Но на самом деле мы никогда с нее не выходили. То есть только наша утроба — это и есть вот это все сознание. Мы все время в нем находимся, мы плаваем в этой утробе бесконечно. У нас есть иллюзия, что мы получили самостоятельное тело, которое может самостоятельно что-то тут накосячить. Но оно не может, оно вписано в эту реальность. Оно взаимодействует с этим всем в едином комбинации. Оно это как персонаж из книги, которого нельзя оттуда... ну, он не может сломать книжку, он уже написанный в книжке. Какой бы он ни был злодей, там, или хорошист, или каким угодно он не был, он просто вписанный персонаж. У него нет власти сломать книжку всю там, испортить. Поэтому точно так же ему и ничего не угрожает. То есть ровно по сюжету ему будут определенные какие-то штучки. Но зная, что он персонаж, он не будет это воспринимать с болью, и это будет легко с ним происходить. И тогда вся карма даже не станет для него необходимой. То есть какие-то жесткие испытания, они могут просто быть отменены. Потому что ты уже как бы их перерос. И тебе нет смысла проходить опять 1 класс, если ты уже понял, что ты в 9 находишься или там в 10. Просто надо осознавать, на каком, этот класс осознавать и стремиться дальше. И тебя как бы автоматически будет будешь как бы как прыгун перемещаться через эти проблемы, которые для обычного человека вызывают долгие года сопротивления. Да, это точно. Ну что, начнем?
Давай. Давай. Да, ну, в общем, сядьте поудобнее. Как вам проще, с открытыми глазами или с закрытыми глазами? Мне, в принципе, я и так лучше. Как лучше. Практикую. В идеале делать все с открытыми глазами. По какой причине? Потому что наши закрытые глаза чаще всего внутри закрытых глаз бегают. И тем самым наше мышление разгоняется. То есть, когда мы можем сидеть с закрытыми глазами, это уже как более высшая форма медитации, чем когда мы с открытыми глазами. То есть базовая версия медитации — это ты сидишь с открытыми глазами, зафиксировал тело как каменное, без перемещений, без метаний, без телефона в руках, которые мы не можем отпустить, там, например. Мы в телефон поставили на треногу там, или на куда-то зафиксировали, чтобы он не мешал. Руки свободные, вверх ладонями на коленях. Взгляд однонаправлен в какую-то точку. Ну, вот, например, я в камеру вот могу смотреть как точку такую удобную. То есть вы можете тоже себе выбрать какую-то точку или смотреть прямо в экран, там, не знаю, фокусироваться на глазах, там, на лбу, куда угодно. Можете смотреть на меня, там, в задник, куда угодно. Но фишка в том, чтобы и зрение зафиксировать полностью, и тело заморозить полностью. Тогда мышление начинает максимально медленно перемещаться. И тогда быстрее всего оно отпустит. Поэтому, если получается, давайте так и сделаем. С открытыми глазами. Ну, если прям не совсем, не получается, закрывайте тогда. Я все равно не вижу. Вот. И вот как это делать? То есть просто сидим, можно спину, опять же, зафиксировать. Не обязательно, чтобы она была идеально ровной. Можно подушку какую-то подложить, можно спинку выровнять там как-то поудобней. То есть задача, чтобы тело не отвлекало в любом случае. То есть сели, расслабились, выровняли руки, зафиксировали взгляд. И какое-то время просто наблюдаем, как у нас происходят мысли. Можно их перевести на дыхание. То есть как вот происходит вдох, выдох. И смотрим за ним. И вот если обратить внимание, оно прямо такое, как мышление, начинает в туннель превращаться. И ничего, кроме этой точки, ты уже не видишь. То есть оно как бы есть ты, есть эта точка, которую ты наблюдаешь. И чем больше вот так вот туннельное мышление становится, тем проще успокоить ум. А вся фишка вот этого, так сказать, просветления в том, что мы уже просветлены, все. Как бы мы уже являемся этим изначальным солнцем, Богом и так далее. Но мы это не помним по причине того, что мы в эго находимся. Чтобы выйти с эго, надо просто успокоить ум. То есть эго, ум, я — это одно и то же. Буква «Я» — это просто центр эго. Эго или личность — это синонимы. Ум — это синонимы. А сознание — это пространство, в котором это все происходит. То есть сознание, оно не заканчивается телом. Оно выходит за пределы тела, за пределы того, что мы видим, и того, что мы не видим. Это все поле нашей жизни, так сказать. И вот увидеть и ощутить себя этим полем мешает только отождествление с этим телом. Вот медитация позволяет расцепляться, то есть с умом и телом. С двумя якорями, которые нас тут удерживают. Это не значит, что мы потеряем там свое тело, потеряем свой ум, там сойдем с ума и так далее. Мы не можем сойти с ума, некуда сходить. То есть ум сам с себя не может сойти. Сознание само с себя не может сойти. Идея о том, что есть схождение с ума, это просто придумали люди, чтобы пугать и оставаться в эго. Тело никуда не денется, вот оно сидит и все, и оно так и будет сидеть, оно никуда не убежит. А ум просто возник как определенный такой персонаж, который верит в прошлое и будущее. И он боится будущего и тревожится о прошлом. И все мышление сводится к тому, чтобы вспоминать и планировать, фантазировать.
И за пределами ума нет ни тревог, ни проблем, ни болей, ни страхов, ничего. То есть там абсолютная тишина, спокойствие, покой, порядок. И вот можно находиться все время за пределами этого всего, а ум использовать просто как способ говорить. Ну, то есть он просто говорит, озвучивает твои послания. Но твои не как эго, не Артема, там, ни кого-нибудь еще, а изначальное. То есть то, что должно быть сказано, оно говорится само по себе. И ты не присваиваешь это ничего себе. И вот с этого максимально абсолютного спокойствия, ну, все действия совершаются максимально правильно. Потому что мы не влазим в своим эго и не пытаемся препятствовать. Оно как бы само складывается, и мы чувствуем максимальную отдачу от своих действий. То есть максимальное удовлетворение от своей работы, от своего отдыха. У нас нет внутреннего критика, который постоянно недоволен. Потому что эго будет постоянно недовольно. Оно в любом тортике найдет какую-то там какашечку, которая все испортит. И люди, которые вот постоянно находятся в эго, и это очень на них, ну, у них заметно. То есть приезжает такой человек на отдых, и он находит тысячи каких-то проблем. Приезжает такой человек на работу, и он находит тысячи проблем. Такое ощущение, что он сам как бы их порождает. Вместе с собой привозит, увозит. А в безрадостном состоянии ты просто существуешь как процесс, как сама жизнь. И нет больше как бы ни страхов, ни сомнений. Ты просто там надо выиграть соревнование, выигрываешь. Не надо, не выигрываешь. Ты делаешь все, и ты не сомневаешься в том, что ты делаешь. Просто легко, свободно, спокойно. Тебе не перед кем играть и некого уговаривать в том, что ты что-то там правильно или неправильно совершаешь. Тебе не надо никому доказывать. Ты просто свободно существуешь из момента в момент. Перетекаешь из секунды в секунду, постоянно в процессе сейчас. И какое тут может быть будущее, и какое тут может быть прошлое. Вот есть только сейчас. Сейчас будет в будущем, сейчас будет в прошлом. Только есть настоящий момент времени. В нем мы рождаемся, в нем мы умираем. Ну, так сказать, умираем. Кажется, что что-то умирает, кажется, что что-то родилось. Мы просто втекаем в ту или иную форму и принимаем ее за себя, и начинаем от этой формы играть в это все. А теперь благодарность. Вот. Что такое благодарность? Это просто понимание того, что в других людях нет того, кто может нам навредить. И никогда не было. То есть там такой же, как и ты, сидит, стоит, лежит. Просто занимая другую форму, он совершает другие действия. Заливая воду в чайник, ты получишь один результат. Заливая воду в рукомойник — другой результат. Но это одна и та же вода все время. Вода не меняется, форма меняется. От формы зависит взаимодействие между формами. Глупо требовать от преступника, чтобы он совершал какие-то праведные вещи. И точно так же наоборот. То есть просто сейчас вода играет роль преступника или там роль полицейского. Для воды это все одно и то же. Для эго это все разное. И вот степень здравомыслия повышается просто из-за того, что ты перестаешь быть чистым эго, а становишься чуть-чуть больше, чем эго. Выходишь за границы. И чем ты дальше выходишь за пределы своего эго, тем тебе, как жизнь становится просто в кайф. И ты не можешь даже это просто передать и объяснить. Оно просто вот есть спокойное, ровное такое приятное состояние. И хаос жизни, он как бы тебя уже не касается. Он просто как погода. Прошел дождик, там высох, снова там дождик, снег пошел. Оно все просто происходит, приходит и уходит, приходит и уходит. Но ты в надежных руках, ты всегда был в надежных руках, ты всегда была в надежных руках. И просто не с кем воевать и не на кого злиться. Если мы выходим дальше, чем эго.
Но все проблемы прячутся в нашем эго. Как только мы туда заходим, мы снова о них вспоминаем. Мы как бы начинаем обучаться быть своим эго. И каждый наш друг эго, он тоже начинает нас в этом поддерживать. Поэтому определенно есть усилия, которые нужно делать, чтобы не быть эго. Но это просто способ привычки. Так же, как мы привыкли быть эго, так же мы можем привыкнуть не быть эго. Так называемая медитативность накапливается и становится все плотнее и лучше. И вот, благодарность. Можно просто сказать фразу «благодарю». Я благодарю за опыт, который познал, и за опыт, который предстоит познать. Потому что, зная то, что я вода, я просто бесформенно затеку в любую форму. Сегодня познаю форму вот этого человека, которым сейчас сижу. Завтра может быть каким-то другим. Или продолжу в этой версии. Посмотрим, как оно сложится. И вот, если искренне вот это все понять, то благодарить становится так же легко и свободно, как дышать. То есть ты просто понимаешь, что действительно, что тут еще можно сделать, кроме благодарности. И ты смотришь на все свои прошлые ситуации, там, на каких-то обидчиков, на каких-то тех, кто дал тебе какой-то вызов жизненный. Смотришь на этого человека и говоришь: я благодарю тебя за опыт, который познал, и, возможно, за опыт, который с тобой еще предстоит познать. Я есть ты есть я. Если это кристально понять, то не будет никаких обид, не будет никакого чувства вины. Тяжелого чувства вины. Не того чувства вины, которое дает близость, а того чувства вины, которое утяжеляет наше состояние, которое заставляет себя ненавидеть, которое заставляет ненавидеть свое прошлое или там будущего, бояться. То есть вот чтобы это перестать делать, надо просто понять, что у тебя нет формы, ты просто бесформенный, как небо, а это как облака. И каждый раз ты будешь освещать какое-то новое облако. И чем ты больше в эту сущность проваливаешься, свою настоящую, тем тебе сложнее злиться, там, обижаться, испытывать какие-то такие негативные состояния. Просто это не твое. Тебе это уже сложно повторить. Тебе надо просто учиться снова ненавидеть, снова там злиться. Для тебя это уже скучно и неинтересно. И все больше остается только ты и твоя свобода. И после того, как благодарность мы уделили на каждого из своих прошлых обидчиков или там, наоборот, тех людей, которые нас поддерживали, которые нам помогали, укрепляли нас, можно всех вот представить вместе в огромном зале. Вот вы стоите на сцене в огромном зале, собрались все жители Земли, которые вам попались в жизни, рассадите их по рядам и, уделяя по 5 секунд каждому лицу, просто пройдите мысленно по каждому из них и скажите «благодарю», «спасибо», там, поцелуйте этого человека, не знаю, пожайте руку. Просто уделите каждому внимание. Вам от этого не убавится. Это просто часть вас, это вы в разной версии, в разной форме, так сказать. И вот, пройдя по всем людям, можно чуть дольше, можно быстрее. Если смотрите в записи, можно поставить на паузу, пройтись более досконально. После благодарности мы переходим к состоянию, которое из этого вытекает, когда мы теряем чувство вины, когда мы теряем боль от жизни, от бытия, когда мы теряем стыд от какого-то там своего состояния, своего тела, там, чего угодно. Стыд за прошлое, стыд за будущее, стыд за то, что что-то не сделали или что-то сделали наоборот. Когда это все у нас уже отпущено, потому что благодарность — это отпускание. Когда ты благодаришь, ты не можешь ненавидеть. Ты не можешь злиться.
ты автоматически благодаря отпускаешь. Отпускаешь людей, события, отпускаешь состояние, которое тебе уже не интересно. Пройденный этап. И естественное состояние из вот этого всего — это любовь, но состояние, которое породило это все, так сказать, происходящее. Происходящее, которое может из-за их оказаться каким-то страшным миром там, или ужасным. Люди друг друга убивают там, и так далее. Крадут, врут друг другу. Но это так кажется эго. Потому что эго везде ищет свой интерес. Если интерес не удовлетворяется, то вокруг зло. Если интерес удовлетворяется, то вокруг добро. У эго все просто. Эго очень легко обмануть. Дай человеку там золото, он в это просто превратится и будет думать, что это и есть уже победа над жизнью. И сразу вся жизнь для него будет интересна и значима. Но если смотреть без эго, то жизнь вообще другая. Она совершенно другая. Эго не может ее описать, поэтому оно пытается ее упрощать своим восприятием. Через свое воспитание, через свои какие-то познания, через книжки, которые прочитал, людей, с которыми общался. Как-то упростить огромный поток переживаний, которые через него каждый день протекают. Эго, ум, мозг — это просто калейдоскоп-затемнитель, который специально направлен на то, чтобы сузить весь спектр, проходящий сквозь нас. Сузить до какой-то определенной полосы, который способен воспринимать вот сейчас только Артём. И каждый из вас вот своим именем может это окрасить. Имя, тело, ум — это просто бирки, которые это должны сузить. Сжать этот изначальный белый свет до какого-то определенного цвета. Красного, черного, оранжевого, какого угодно. Пока так происходит. И как будет дальше, мы увидим. Мы свидетели разворачивающейся сквозь нас жизни, так сказать. И мы одновременно находимся как бы в этом восприятии, одновременно на его конце и на его начале. Мы и солнце, и луч, который с этого солнца вылетает, и об что-то как бы ударяется и воспринимает что-то. И вот понимание вот этого дает бесконечную любовь. Не такую, от которой рождаются дети, любовь, а любовь, которая в целом воспринимается все вокруг. Структура всего — это и есть эта скрытая фоновая любовь. То есть это то сострадание, которое мы испытываем, когда какое-то животное ранено, когда какой-то человек в беде, когда мы сами в каком-то плохом состоянии, когда кому-то хотим дать, наоборот, подарок. Вот это и есть то состояние, с которого структура мира этого сделана. И как бы эго не пыталось от нас это скрывать, если мы будем выходить из эго, мы будем это ощущать непосредственно в прямом опыте. И оно не сможет от нас это больше скрыть. Один раз посмотрев за кулисы, уже сложно забыть это. Хотя бы маленько, одним глазком подсмотреть. И вот в таком состоянии, понимая, что вы и есть любовь, и ничего кроме любви нет, попытайтесь осмотреть опять свой этот зал, где эти много людей вокруг вас набралось. Как будто бы они пришли вас послушать, за вами понаблюдать, а вы пришли понаблюдать за ними. И вот вы окидываете взглядом всех этих зрителей и как бы рассеиваете среди всех них эту любовь. Как свет или там как какой-то там приятный запах, приятную мелодию, приятный голос, что угодно. Что-то, что вам позволит эго воспринять как любовь. Возможно, все вместе. Возможно, это какое-то непередаваемое ощущение, состояние. Вот пусть это заполнит этот зал с этими людьми. Заполнит там вас, находящихся в этом зале. Поддержит весь этот зал, поможет каждому из них. Поможет вам. Возродит ваши силы, вашу уверенность в себе.
направит вас в какое-то ваше светлое будущее из вашего светлого настоящего. Но так как ничего кроме настоящего нет, то это ваше настоящее, оно и будет в вашем будущем. Прорастет именно в то будущее, которое хочется посмотреть, прожить. И на правах божественного внимания иначе быть просто не может. То есть вас спонсирует, так сказать, Вселенная. Она вас держит, она вас наполняет, она и есть вы. Отделенность только снится. Доверие, принятие, легкость — вот фишка, вот ключ. И наблюдаем, как разворачиваются эти опыты. Это ощущение, это переживание. Это есть вот состояние естьности. Я есть, да. Я — это как острие булавки, а есть — это настоящее время, в которое эта булавка упирается. Это может происходить только сейчас. И вот понаблюдайте, насколько сейчас проще ощущается состояние. Куда делись какие-то заботы, проблемы, поиски, обиды там. Оно все где-то там вдалеке осталось. Как будто бы это вещи в шкафу лежат, там где-то обида, там что-то еще. А вы просто сейчас от этого отсоединились и спокойно отдыхаете. Как будто бы в отпуске сбросили с себя тяжесть рутины, тяжесть своей какой-то там запутанности, оставили ее в покое, за дверью, и можете спокойно отдохнуть. Попариться в баньке, покупаться в бассейне, на море покупаться, погулять на природе, ощутить эту свободу без эгостного каркаса. И как только вам вываливаетесь с этого состояния, просто вспоминайте об этом. У вас будет просто даже в обычной вашей жизни посреди рабочего дня освобождать, окрылять, давать поддержку, давать какую-то силу, которая вам необходима. И вспоминать такую фразу, что сознание — это единственная сила. Вы находитесь в собственной песочнице, играетесь в песочные замки, в кукол. Ничего не угрожает на самом деле. Как бы реалистично все ни казалось, угрозы такой не существует. Как очень реалистичный фильм или игра в VR-шлеме. И вот обратите внимание на дыхание, как оно там происходит. На вдохе, выдохе. Не контролируйте дыхание, просто наблюдайте. Пусть даже тело запомнит это состояние, это переживание. И будет его поддерживать с помощью дыхания. Вдохом и выдохом. Как бы распространять внутри себя, внутри ума. Чтобы это состояние стало некой базой, надежной, устойчивой. И запомните
запомните такую фразу. Есть вы и ваша свобода, которая всегда есть вы. Можно еще загадать такое желание. Я хочу, чтобы особый взлет свободной мысли позволил мне увидеть красоту жизни. Поделитесь вашим опытом, что было. Если вы еще в эфире. Не хочется разговаривать. Такое состояние. Можно молча поделиться. Какой. Можно просто подумать, мысленно передать. Да, да. Ну, такое спокойствие. Не, я-то слышу и мысленно, я просто для зрителей, типа, ну, тех, кто будет записи смотреть, чтобы понимали как-то. Ощутить, что они там на том конце не сами сидят. Очень классное состояние. Мне Спокойствие пришлось такое. подключить телефон, уйти. То он бы выключился. Я вот даже пыталась каких-то людей меня обидеть, у меня таких нету. Ни одного обидчика. А ну, может там быть, я не знаю, с детского сада, там, со школы какой-нибудь. Ну, нет. То есть, ну, обычно как какой-нибудь персонаж попадается. Оно, ну, как по логике работы эго, она всегда работает дуальностью. Типа Не, добро, ну там зло, попадалось, там, например, подруга, конкурент там, и так далее. ну такое. Даже, допустим, вот смотри, кофейня, где ты работаешь, да, есть какая-то другая кофейня, и ты уже мысленно чуть-чуть начинаешь, типа, блин, это же конкуренты, типа, я туда никогда не Не, у зайду. меня такого нету, кстати. Нету, мы дружим не с конкурентами. Мы дружим, мы к ним на кофе ходим. Вообще. Да. Ну, видишь, Я у тебя это уже, этот вопрос решен. Это уже как бы момент хороший. никогда не это самое. Не держу ни на кого зла, как-то отпускается. А с родственниками тоже норма? Да, все отлично. Маму проработала, папу проработала. Ну, как бы, у меня никогда не было каких-то таких прям обид глубоких. Я как-то вот их пережила просто в какой-то момент. Да, ну, значит, ты просто в другой жизни это все переработала. То есть иногда вот, ну, наши задатки прошлого, как бы, они прямо здесь сказываются очень хорошо. То есть ты прям видишь, ну, рядом с другими людьми, что типа, а что у меня вот этого не происходит? Типа, а чего вот этого у меня не происходит? А у тебя это уже происходило раньше, то есть ты это уже прошел. И просто здесь уже тебе незачем это повторять. Ну, как уже пройденное, типа. Не, просто знаешь, как вот там на родителях бывают обижаются и еще что-то. Ну, я вот так смотрю, что они тоже живут эту жизнь, и вот они живут ее так. И почему? Я тоже, например, не буду идеальным родителем, потому что я буду думать, что так хорошо делать, а на самом деле мои дети, например, будут думать, что вот я делаю, наоборот, плохо. Да, конечно, конечно. Вообще, вот, ну, кому-то что-то навязать или там передать, ну, крайне сложно. То есть тут жестко нужен вот этот резонанс какой-то, который людей сводит. Потому что даже там, ну, своих детей или там своих каких-то близких друзей, ну, мы можем им просто не способны быть передать что-либо. Они просто нас будут смотреть, типа, и что ты мне говоришь, я вообще ничего не понимаю. Типа, я лучше пойду там послушаю что-то другое, там фильм посмотрю. Ну, это просто как бы не их форма общения, не их форма взаимодействия. И действительно, скорее всего, в их ситуации им лучше это сделать. То есть вот у каждого под каждого уже сшит костюмчик. То есть и мы не можем, типа, навязывать вот там как какая-то догма, религия, типа, вот все, там все идите, там молитесь вот только туда. Только каждый должен выбрать. Вот чисто через себя пропустить полностью это все. Ага, резонирует, остаемся. Не резонирует, уходим. Вот только так.
И также с общением, также с друзьями, вот с работой. Ну, нельзя посоветовать. И посоветуйте мне идеальную работу. Не могу тебе посоветовать. Ощущай по себе. Копай внутри себя. Нет для тебя, ну, как бы нет идеальной работы, которую я мог бы передать и рассказать. Ну, типа там, иди в банк и работай банкиром. Пойдет, будет там мучиться сидеть, например. Хорошие вроде бы деньги получает, но тем не менее несчастен и там может вообще потом повеситься пойти. То есть, ну, потому что люди пытаются себе чужое навязать, что им это их. да. Но на самом деле, это проще всего что-то другое взять, чем в себе копаться и найти то, что тебе на самом деле нравится. Да, а тут только надо быть археологом. То есть ты себя копаешь, как бы пространство копаешь вокруг. То есть оно все как клад, он скрыт постоянно и присыпан сверху вот большим количеством пыли от социального программирования, там, наслоения, все эти, как корка. Ты ее чуть-чуть разгребаешь и видишь о себе какую-то правду, о других людях какую-то правду там. И иногда вот настолько как бы слепота бывает, ну, к себе или там кому-то вокруг, там, что, ну, просто в упор человек не видит. Ему надо что-то вот переключить, перепрожить внутри себя, и он так как бы прозрение, бах, как по щелчку пальца включается. И все, его отпустило, как бы, о, класс. Вот это как раз называют инсайт. Ну, типа, произошла вспышка, которая озарила комнату, и комната стала другой. Комната всегда была другой, но просто как бы, ну, ум приказывал вниманию фиксироваться на каких-то элементах, и все остальное не видел. Ну, как вот дальтоники, да, то есть они не видят как бы тех цветов, которые видим мы. Хотя они как бы присутствуют в этот момент в пространстве. Но здесь то же самое, то есть вот свобода как раз вот в восприятии дает широту, ну, вот этого обзора. А свободу восприятия получаешь только когда ты идешь в резонанс со своим вот этим воплощением. А проверить это, опять же, можно по степени страдания, которые ты испытываешь. То есть даже те ситуации, которые, казалось бы, не поменялись, там какая-то болезнь или там какая-то проблема, то есть она вроде бы не поменялась, ну, физически, фактически, но твое состояние с этой проблемой другое. Раньше ты от этого страдал, раньше ты этого боялся, избегал, а теперь ты просто, ну, окей, хорошо, и что дальше? Ну, спокойно пройду. Я на этом не заканчиваюсь, и все, и ты идешь и делаешь. И как бы сама проблема начинает как бы думать, блин, это как бы уже не актуально. Ну ладно, я, наверное, сваливаю, типа, оставлю этого там человека в покое. Ну вот это так же, как скидал там такое голосовое, то, что мозг сам додумывает боль. Например, вот животные не так чувствуют боль, как вот человек. Да, конечно. У нас есть вот, ну, страдание — это боль по поводу боли. Это выдуманное человеком конкретно. Ну, нам так вписали в наш ум, что мы должны страдать от того, что нам больно. Но это просто боль. То есть, и боль не бывает вечной, она чисто как сигнал поступает, что нужно с этим что-то сделать. Ну, там, поцарапал руку, тебе сигнал про пып-пып-пып, пойди полечи. Пошел, полечил. И она перестала сигналить. Это как в машине аварийка включается, типа, если что-то сломалось там, да, сигнал пошел. Вот тут то же самое, то есть, а воспринимать это как на свой счет, типа, близко к сердцу, типа, елки-палки, все, конец моей жизни, я что это теперь буду лечить? Ой, боже, это всю жизнь надо посвятить этому лечению, или там этому спасению, или там что-то там этому. То есть вот это масштабирование этой проблемы в голове, ну, в уме, это и есть как раз вот коридор страдания. Это когда есть отражение в ум А и ум Б. Ум А — это животный, и ум Б — это человеческий. Между ними происходит петля бесконечности, вот этой дурная бесконечность, когда два зеркала друг на друга направлены. И там в этом коридоре это страдание постоянно меняется. Его невозможно там насытить. Единственный вариант — это просто уйти оттуда вниманием. Потому что страдания победить нельзя. Ты вылечил один зуб, начал болеть второй зуб. Там, не знаю, челюсть заболела, там, голова заболела, нос, волосы, там, это что угодно, оно будет постоянно задалбывать. Только выведи внимание, и тогда как бы это все отступит. Это просто, ну, это величайшая свобода, которая у каждого в руках находится. Но люди просто в упор это не видят. Я сам это не видел. Может, я даже до сих пор сейчас отчасти не вижу. Я как бы не отрицаю ничего. Но на той степени, которую удалось уже пощутить как свободу,
уже определенный большущий спектр страданий исчез полностью. И это просто воспринимается как феномены. Там, заболела голова, хорошо, окей, вот она болит какое-то время, раз перестала. Сама заболела, сама перестала. Потребовалось выпить таблетку, выпил таблетку. То есть, ты не делаешь из этого культа, ты не ставишь на себе какой-то диагноз, и ты не делаешь там какую-то картографию, почему вот это со мной произошло, наверное, там я проклят, наверное, не знаю, я отбываю злую карму прошлого, я там был каким-то убийцей, а теперь я должен страдать как мученик там. Это бессмысленно. То есть это и есть работа на ум, работа в этом колесе, которое надо прокручивать. А мы не должны быть рабами этого колеса, мы можем спокойно с него выйти. Если, конечно, захотим. Просто многим людям это нравится, и это для них как бы считается полезным и модным. Как бы страдаешь, и типа ходишь вокруг, делишься этим страданием. Приходим типа там за бутылочкой пива, сидим такие типа и рассказываем друг другу, как мы страдаем, да, там типа вот, ой, а я вот так, а я вот так, а я вот так. И мы даже начинаем соревноваться, кто лучший страдалец. Да. Так что ум нас любит постоянно кидать, то есть надо за ним следить постоянно, то есть он очень хитрый, такой изворотливый, это такая еще... по сути, вот вы знаете вот эту библейскую легенду о том, что есть змей, так называемый великий змей, который укусил вот этих вот Адама и Еву, да? Или там дал им это яблоко, хорошо. Это и есть идея того, что это и есть мышление, оно как змей, оно изворотливое, оно хитрое, оно вот такое вот подлое. Оно сделает все, что угодно, чтобы Адам и Ева вот пребывали вот в этом состоянии токсичного заражения, так сказать. И делали из этого как бы свой культ, типа, и вот ублажали этого змея, так сказать. Но если мы как бы выйдем с этой картины мира и посмотрим на это по-другому, то есть то нам от этого становится свободно и легко, и типа, окей, и что? Вот такая форма там существования, потом вот такая, потом вот такая, потом вот такая. У тебя ровное состояние, и тебя это как бы особо не долбает. И ты тогда эффективно принимаешь решения. Потому что ты уже не в страданиях находишься, из страданий, как мученик, типа что-то делаешь из силы, а типа наоборот, на свободе, типа сидишь и типа вот так надо сделать здесь так, здесь вот так. Там, о ком-то позаботиться, там, с кем-то встретиться. Вот это все тогда не вызывает какого-то дискомфортного там, типа трения. Ты уже вписан в эту реальность. Какие могут быть трения? Нечего смазывать, так сказать. Все равно этот змей, понимаешь, все равно он иногда подкрадется. Так, конечно. Курва. Держится не на тебя, баба. Конечно. На то он и змей. Вот то. Его еще называют мать мышления, если такое типа есть в оккультных кругах название. Великая столько всего. Думаешь, я столько всего знаю, уже такая, мне уже ничего не, а потом баба, знаешь, на ровном месте. Думаешь, да. А он так подкрадается, когда мы уже не ожидаем этого. Он так хоп, такой, ты еще не готова, давай, занимайся. Да, так вот в том-то и дело. То есть он обесценивает все время наши все фишки, наши достижения. То есть он как бы вот дожидается сначала, что мы вот-вот до чего-то дойдем, додумаем, там как-то там дойдем до своей мечты, до своей цели. И в последний момент опрокидывает нас. Типа ты вот уже там дошел, там, я не знаю, там кто-то ставил цель там заработать, да, заработал эти деньги таким потом, кровью, дошел, наконец-то, вот же эти деньги. А он тебе говорит, стой, чувак, так тебе это там, ты их взял в кредит, тебе там отдавать их завтра, все, иди мучайся опять. Елки-палки. Или там наоборот скажет, то, что ты сейчас заработал, это херня, вот твой сосед заработал гораздо больше, ему там, он не знаю, он моложе, там еще там, у него там, не знаю, идеальная жизнь, типа, а вот ты там лошара, типа, вот вся твоя цель это херня. То есть, всегда можно как-то обесценить. Вот, что бы мы ни делали, как бы мы ни потели, какими бы мы ни были, там, будучи там Илоном Маском, можно всегда его зачморить, сказать, чувак, это все херня, там, вот, если бы ты там был таким-то, вот это было бы круче. Можно их сравнивать бесконечно. Любого там этого, любую знаменитость свести с пьедестала очень легко. Либо люди еще любят там, в ТикТоке замечают, там какая-то, например, актриса или еще что-то.
крутая, а они там какую-то болезнь начинают ее рассасывать, что вот она мучается, типа, чтобы уравнять как-то. Ну не может же так все хорошо быть у человека, нет? Да, да. Ну, вообще, как бы люди все, по сути, равны на самом деле. То есть нас разделяют, ну, какие-то там, не знаю, образовательные моменты, там, финансовые моменты, но это все наносное. Всему можно научиться, все можно заработать. Ну, это просто степень увлечения наша. То есть на что-то мы уделили время жизни, на что-то не уделили. Да. Где ты уделяешь внимание, там ты прогрессируешь. Где ты не уделяешь внимания, там ты отстаешь. Ну, автоматически. Можно что-то восполнить, что-то уже нельзя восполнить. Ну и какая разница? То есть твоя суть в том, какой ты есть просто так. То есть ты уже совершенен, ты уже абсолют. Ты уже на таких равных правах, как и все остальные. Нету небожителей. Как внизу, так и вверху. Есть же в такие фразы. Они ничем не отличаются от нас. Там жители Калифорнии или там где-нибудь еще чего-нибудь. Или Эмиратов, или что хочешь там. Ну, это все то же самое. Такие же, точно так же, какают, писают, болеют и так далее. Ну, видите, ну, видели, я не знаю, ролик вот тот, который крайне на тему, что царь и раб счастливы одинаково. Я в ТикТоке, по-моему, выставлял. Я еще не видела. Да, отстали. Отстали немножко. Это твой змей все виноват. Да, там и суть в том, чтобы, типа, ну, у каждого из нас есть лимит. Вот лимит измеряется нашим умом, нашим телом. У нас ум и тело у всех одинаковое, плюс-минус. То есть мы не можем выйти за пределы, ну, вот этого счастья ограниченного, лимитированного. Мы можем его создать в луже с грязью, или мы можем его там на Багамских островах создать. Одно и то же будет. Просто если бы наше мышление не классифицировало все, мы бы могли это испытывать и там одинаково. Но у нас есть жестко залоченное, ну как заскриптованное восприятие. Багамские острова — это небеса, лужа — это дно, да, там типа, и все. И наше мышление жестко поляризовано, как стекло. Оно никогда нас не допустит покайфовать, вот просто как в детстве, как мы в лужу зашли, там, брызгаем, топчемся по луже и кайфуем. Оно нас уже не пустит туда. Оно скажет: ты что, дурачок там ходить по луже? Ты сумасшедший, типа, ты что? Иди там, зарабатывай деньги и стремись на Багамские острова. Может, лет через 100 туда доедешь. И тогда покайфуешь, станешь там на такую же самую лужу и скажешь: ну я ж на Багамских островах в этой луже стою, значит, я могу себя чувствовать кайфово. Потрясающе. Логика просто железная. Нифига. Да, ну, это попытка самоограничения, себе вот этого самоедства. Можно сразу кайфовать и из этого кайфа, ну, жить, достигать, стремиться. То есть и тогда просто, ну как, тебя не смогут это отобрать. Ни болезнь, ни страх, ни смерть. Потому что ты этим будешь всегда как бы находиться в этом всем. Ой, вот хорошее было начало как раз этого ролика. Не делайте себе культа. Вот это классная вещь. То есть вот правильная фраза была. Потому что вот культ, он как раз отбирает нашу свободу, он отбирает наше состояние благости прямо сейчас. Он нам отсрачивает это в будущее. И он формирует устойчивое убеждение, что типа, если я не там, то я лох, типа, то я уже несовершенен, то со мной что-то не так. Значит, я не имею права. Надо отобрать эту логику, отобрать это право обратно себе. Это не значит перестать куда-то двигаться, стремиться. Пожалуйста, это все можно точно так же делать, оставаться в этом всем. Но можно себе прямо сейчас отпустить, ну то есть разрешить себе быть счастливым, прямо сейчас, с этой минуты, официально подписать контракт самому себе. Золотые слова. Золотые. Ну, очевидное. Просто, опять же, у нас они-то очевидные, но знаешь, самоотрицающий. Вот его надо вот фильтровать и отгонять. Вот уж. Можно там еще есть такая типа практика, в этот момент себя щипать, типа, чтобы вспоминать об этом всем. Чувствуешь, что начинаешь типа вот уходить вот в такое, типа, блин, у себя щипнул, там типа, и стоп. Понятно, вспомнил, хорошо. Угу. То есть и
Оно как бы должно, ну какой-то должен быть такой якорь, который вас быстро в это состояние будет возвращать, пока не получается в нем находиться часто, постоянно. Мне точка сборки помогает. Ну да, можно дыханием. Что-что? Да. Происходит. Она прям внимание так концентрирует, собирает кучу. Угу. Ну, кому-то вот хорошо заходит больше дыхания, кому-то больше точка сборки. Вот предыдущее как раз было занятие, там, ну, вот предыдущий эфир. Вот у парня не получалось как раз вот в этой точке сборки смещаться именно в центр головы. Он говорит, я когда там начинаю смещаться, он говорит, у меня аж болит вот лоб. Типа такое ощущение, что у меня в этой чакре какая-то типа есть сущность, которая мне мешает это делать. Ну, вплоть до такого как бы. То есть у всех бывают какие-то свои ограничения на те или иные практики. И поэтому ты подбираешь больше сам под себя, к себе ключ, к своему личному замку. И его как бы открываешь. И очень мне понравилось, знаешь, с того эфира, я не была на нем, но смотрела так. Вот это вот, когда из точки середины груди ты делал сканер всего тела. Я такого вообще никогда еще не делала. Мне так интересно было, вообще новые ощущения, супер было. Да, да. Этой точкой сборки можно вообще экспериментировать по-разному. То есть это и есть наше восприятие. То есть куда мы его смещаем, там оно оттуда и происходит. В идеале, там, допустим, болит голова, смещаешь в больную голову. И просто там отпускаешь. Не требуешь ничего, не ждешь, а просто там ее в больной голове отпустил. И оно потихоньку всю боль выдергивает оттуда, ну, очищает, условно. Как будто бы ты, ну как, некой инстанции, типа, напоминаешь, типа, вот зайди, пожалуйста, туда, посмотри, что там происходит. И оно туда смещается, типа, так, сейчас посмотрим, проверим, так, делает какую-то ревизию. Потом там ты чувствуешь, там, не знаю, там на спине что-то там, типа, там, можешь сходить туда посмотреть? Оно туда спускается, типа, там, раз, все там нормально. Но главное не стараться контролировать эту штуку. То есть, чтобы... Потому что в момент, когда мы пытаемся контролировать, это уже эго начинает работать. Я присвоил себе великую силу контроля своих состояний. Я там великий всемогущий колдун, там типа бла-бла-бла. То есть это и есть попытка эго взять вот эту силу под контроль. И она будет просто над ним в этот момент смеяться. Ну, как бы прикалываться начнет. Просто ты просишь, типа, ну, вот, как бы в ощущениях, типа, ну, надо туда сходить, надо сюда, там, типа. И этого уже достаточно. Попросила, оно спустилось, и ты просто сидишь, наблюдаешь, ну, просто находишься там. Раз там оттуда посмотрел, раз там оттуда так, оттуда восяк. То есть самое главное вот этому змею не подпитывать его власть, как бы полномочия ему не создавать. Ну да, это как бы получается, каждый должен искать ключ под себя, понимаешь? Если я раньше в эту точку сборки, например, добавляла эти потоки, прокачку, знаешь, тоже мне помогало, то сейчас я как бы уже и без этого обхожусь, знаешь, мне хватает только ее сделать, и мне отпускает. Да, мы на следующем эфире обязательно сделаем еще такую штуку, мы соединим практику с потоками, мы соединим вот точку сборки, и там еще будет одно физическое упражнение. То есть мы попытаемся на всех 3 вариантах это сделать. И вот такой будет еще момент. Это супер идея такая с эфирами, вообще супер. Ну, мне тоже нравится очень. Рад, что вам нравится. И классно, что оно есть записи, понимаешь, потому что не всегда получается, а потом спокойно находишь время, ну так все прослушаешь, проработаешь. Ясно, что в эфире оно совсем по-другому, но все равно. Что-то от себя берешь к себе новое из каждого эфира, что знаете, ты добавляешь. почему в эфире, то есть вот в эфире по одному, а в записи по-другому? Как вот вы думаете? Потому что мы тут все на одной волне работаем. Одно целое. Сливаемся, ну, одна цель у нас какая-то. Да, по большому счету так. То есть мы, ну это вот, допустим, мы сейчас в данную секунду, это 3 солнца, сфокусированные на одной идее.
Если, допустим, человек каждый по отдельности это смотрит, то это одно солнце, которое в эту идею погружено. Он своим вниманием оживляет происходящее там. То есть, по большому счету, любой эфир в записи — это просто костюм, в который уже заходит одно солнце, которое оттуда это наблюдает. А сейчас, в данный момент, оно освещено как бы с 3 лучей. Одно и то же солнце с 3 разных направлений это видит. Поэтому это все так проще, ощущается, передается, проделывается. То есть мы как взаимоподдерживаем друг друга в этот момент. И вообще любое человеческое взаимодействие — это то же самое. Там внутри ваших семей там это то же самое происходит. Если вот на этом еще, опять же, фокусировать внимание, то эго становится, опять же, в этом меньше, солнце становится в этом больше. И то есть ваши отношения начинают по-другому просто вообще происходить. Более такие наполненные, свежие, типа новые каждый раз. Не теряется какая-то вот эта вот типа искренность, там, не знаю, там. Присутствует просто безусловная любовь. Знаешь, когда она присутствует, совсем по-другому отношения складываются и с детьми, и любовь же может быть не только к человеку, а к работе или к чему-то, знаешь, к какому-то делу, которое ты делаешь, даже просто, я не знаю, готовишь кушать. Нет, тут еще вот я имел в виду вот такой момент, когда вот отношения только начинаются, и когда они уже идут очень долго. Вот это вот разница. То есть, когда ты уже воспринимаешь человека, с которым ты познакомился, как часть себя или там часть своего мира в долгосрочной перспективе, ты ему как бы понижаешь, относительно, статус по сравнению с тем его версией, когда это был для тебя объект завоевания. Понятно, это я понимаю. Когда момент завоевания, мы пытаемся вот максимально там себя вот преподнести, там там только правильной стороной сидеть там перед этим человеком, только правильно говорить. Там условно, как бы стараемся сделать по максимуму, выжать из себя. А потом как бы в бытовом варианте мы уже становимся как бы действовать наполовину, на четверть и там и так далее. У кого-то доходит даже до такого, что они просто живут как брат с сестрой. Это плохо, конечно, для отношений. Да, то есть, даже до такого бывает, доходит. Но все-таки, да. И вот чтобы этого не было, надо помнить вот о том, что мы не эго. Вот эго уходит вот в такое состояние. Оно все превращает в механизм. Оно как бы все в формальность превращает, набор ритуалов. Я пришел, я муж, она жена, сделать раз, сделать два, выполнить по инструкции, по счетчику, там, пойти сюда, пойти туда. То есть она действует чисто как шаблон сплошной, которые были подхвачены там из телевизора, из книжек, которые прочитаны. Друзья посоветовали мне сходить вот туда вместе с ней. Или там еще там что-то. То есть это и есть вот эта шаблонная жизнь, шаблонное мышление. И вот оно как раз и выбешивает наш дух, который постоянно хочет свежести. Если мы уходим с эго, то есть эта свежесть от нас никуда не уходит. Она тогда постоянно нас наполняет. Я же говорю, даже такое состояние, что ты просыпаешься в своей одной и той же там доме, но ты как будто бы, заново приехал сюда. И такой, и там такое кайфовое восприятие. Туда посмотрел, прикольно. Там на стол посмотрел, прикольно. Все вроде бы знакомо, привычно и обыденно. Там работа, дом, что угодно, дорога к работе. Но она какая-то другая становится. Она какая-то наполненная, она какая-то праздничная. Вот там, как когда люди, на Новый год, да, вот они идут на ту же самую работу, но знают, что в этот день будет особый день, какое-то праздничное состояние. И вот они впервые, идя на работу, испытывают совершенно другое состояние. Можно его испытывать каждый раз. Вот можно каждый раз превратить в этот Новый год. И оно будет как чудо постоянно вокруг тебя. Чудо, 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 праздник, праздник. И ты не устанешь это не будет для тебя в тягость, что, меня уже так эти праздники достали, я такой аниматор, мне так вот уже это скучно, надоело. Хочется просто тихой, спокойной, обыденной, заурядной жизни. Такого не будет. То есть, если эго уходит, то ты не страдаешь даже от собственного счастья. Вот еще очень важно, вот для отношений очень хорошо, если люди меняются, они не такие, как вот всегда были, а интересуются какими-то новыми вещами. Ты видишь, как меняется какая-то даже внешность, как меняются какие-то мировоззрения, что ты начинаешь читать. То есть интересно по-новому узнавать человека, как бы.
что он не только интересуется тем, что интересовался, когда вот ты познакомился, не стоит на месте, как бы есть какое-то движение, это самое важное. Потому что, как бы люди друг друга не любили, но если они такие, как и были в начале, и как бы, скучно становится просто. Абсолютно так. И другой еще момент, что люди всегда меняются. То есть даже те, которые кажутся неизменными, они тоже меняются. Если мы присмотримся, меняется их внешность, меняются у них неповадки. Они могут ходить даже по кругу внутри самих себя. Но даже это движение меняется. То есть хочешь, не хочешь, но жизнь проходит. То есть она идет своим чередом. И просто мы можем как с кем-то совпадать по процессам перемен, а с кем-то не совпадать. И тогда нам кажется, этот человек как-то не меняется. Вот я меняюсь, типа, этот человек какой-то стагнирующий, там, типа, не меняется. С ним, типа, скучно. Но он тоже меняется, но просто он меняется не в ту сторону, как ты, или там не с теми процессами, как ты. И тогда это воспринимается, типа, как какая-то херня, там, типа, он сделает что-то не то. Но он тоже делает что-то, но только в рамках собственных изменений. То есть есть типа синхронные изменения, которые у обоих происходят вместе. Есть, когда это не синхронные, то есть сами по себе. И вот когда сами по себе, и это сильно начинает в долгосрочной перспективе раскручиваться, тогда это может сильно как бы пошатнуть отношения. И если у них нету какой-то общей базы жесткой, типа там дети, там какое-то имущество, которое вот сложно, страшно там разделить, например. Я не знаю, что там. Какой-то замок, например, фамильный, который и тот претендует на него, там, и типа, я ни за что не отдам этот замок. И она там, я ни за что не отдам этот замок. И они уже друг с другом жить не могут, но они продолжают все равно жить, потому что это имущество их держит, типа. Или там, что угодно может быть таким якорем жестким. Но вот надо улавливать, в какую сторону движется твой человек, как бы в какую сторону ты движешься, какие у вас общие интересы, и формировать эти общие интересы, наращивать их, как бы вот в это инвестировать. Да. Но если есть интерес в отношениях, опять же, если нет интереса, то оно будет просто по какой-то инерции ехать, и неизвестно, куда приедет. А ты куда не приедешь? Не, оно всегда куда-то приезжает. Просто наше эго может оценить это как какое-то расставание или там как какое-то отдаление, или там наоборот, как какие-то новые там эти отношения. То есть оно как-то будет называться в любом случае. Что-то произойдет в любом случае. Если человек сам не решит поменяться, значит, судьба подкинет, что вынудит, так сказать, сделать какой-то Да, шаг. конечно. Вот это же принцип, как они, да, там, типа, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе, или наоборот. Тут такая же фишка срабатывает. То есть вот так же самое с работой, с друзьями, с близкими отношениями, дальними отношениями. Везде такой же принцип. Инвестируешь в общее, оно продолжается. Инвестируешь в раздельное, оно разламывается. Марсик, что? Ты что? Даже кот подтверждает. А он там безобразничает, гадюка мала. Кстати, он очень похож. Мы его взяли, я его выбрала по картинке, я поняла, что это мой кот. Он прям очень похож на нас. Угу. Прям наш кот. Да, так всегда и бывает. То есть, если мы будем, внимательнее относиться к себе и к жизни, то мы увидим, что мы себя всегда окружаем тем, отражениями самих себя. Мы покупаем картины. 100%, да. Да, картины, друзей. То есть мы все пытаемся составить из своих собственных портретов, условно говоря. То есть, так оно работает. Это как подсказка, то, что вокруг есть только мы. То есть одно единое пространство, одно единое сознание, которое только само себя и видит вокруг. Просто, опять же, в близких людях мы это видим более очевидно. Типа, вот этот человек мне нравится, поэтому вот я чувствую, вот мы с ним родственные души, типа, да. А вот с этим человеком нет, вот это тотально не мой человек, это там какой-то злодей, там типа все, не хочу с ним вообще взаимодействовать. Просто именно эта форма не способна с вот этой формой взаимодействовать. Вот надо так и ощущать. Ты даже когда эту форму начнешь свою менять, возможно, этот человек для тебя уже тоже изменится, и ты вполне с ним сможешь себя, вести. То есть это, так же бывает, когда там, например, человек какой-то всю жизнь, был бедным очень сильно, страдал, мучился, а потом внезапно ему там наследство большое выпадает,
Ну, и перед этим он там ходил и всех там, типа, я ненавижу богачей, они сволочи, они все злые, они все спекулянты, они там, ну, кровососы, они пьют народную, там, типа, кровь людей, там, и вот так, и только на этом живут. А потом он сам становится одним из них, и тут же такой, типа, ой, это мои лучшие друзья, типа, с ними так комфортно, а вот с людьми, с этими на улице, фу, они какие-то такие все там злые, какие-то они темные, такие все там, не знаю. Вот мы такие все а вот они там вот такие. То есть наш ум очень хитрый любит мимикрировать. Он быстренько подстроит наше восприятие под новый лад. Ну, вот такое у него есть система выживания. Он просто хочет жить, как бы вот. И завис компьютер, столько информации. Я больше не знаю, как это обработать. Я вообще хватит уже. И он такой, они проснулись. Надо это самое. Оборвать соединение. Да. Вызвать агентов Смита в «Матрице». Вот, так что, а на самом деле тут даже «Матрица», она не злая сама по себе. То есть вот то, что в фильме показали, типа она какая-то там имеет оттенок зеленого цвета на экране и так далее. Зеленый фильтр поставили, типа вот плохая «Матрица». А когда они типа в реальности, он там синенький, и все там хорошо. Нет, оно так не работает. Это все единое пространство, которое однородно. Оно везде теплое, везде приятное, везде радостное. Но наш ум будет это все жестко дробить. Вышел вот в такое положение, дошел до какой-то точки, ум это оценил, это херня вокруг, идем в другой район. Туда зашел, вот это нормально, тут сиди. И тот район, и там есть какие-то люди, которые любят то место. Значит, по какой-то причине оно им открыто как хорошее. То, что ты не способен там воспринять это место как хорошее, это просто твое восприятие такое. И также с любым другим человеком вокруг нас. Люди, события, города, страны — это то же самое. Эго-фильтр, постоянно эго-фильтр. Нету в чистом виде абсолютного зла, абсолютного добра. Это 50 оттенков серого. Или белого. То есть вот такая вот оптимистичная нота. Ладно, будем завершать. Хорошо. Спасибо большое. Отдыхайте, наполняйтесь. Спасибо огромное всем. Будьте собой, и у вас все будет отлично. То есть чем больше вы будете собой, тем вам будет в жизни проще. Чем меньше вы будете как бы собой, тем будет сложнее. То есть вот тут такой принцип работает. Почаще это надо написать на стене. Написать себя на стене. Татуировку проще на руке. Раз там. Это тот случай, когда татуировка — это классная штука. Там раз. Будь собой. Я когда-то думал такое сделать, реально. Было бы классно. Я просто долгое время... А у тебя есть татуировки? Не, у меня нет татуировки. И меня постоянно отговаривали это делать, поэтому я так и не сделал. Я хотел и дреды когда-то сделать, и татуировку. У меня было бурное детство, поэтому там много таких спорных было желаний и мотивов. Но фишка какая? То есть в один из моментов для практики я себе писал прямо вот на пальце такую типа формулировку «я есть». Вот просто, чтобы постоянно туда взглядом. Раз ты там что-то делаешь, на руку бум, «я есть, я есть, я есть, я есть». Оно тебя выводит из эго. Такая формулировка, там, сознание — это единственная сила, это то же самое. Можно крестик на руке набить? Да, вот крестик, и напиши прямо вот рядом с этим крестиком «я есть». Вот можно мелким шрифтом написать прям «я есть». И оно будет не лишним, то есть вот постоянно напоминание себе об этом, оно просто тебя будет окрылять. Оно будет тебя спасать с самых каких-то сложных там ситуаций, какие бы только ни были. Там на соревнованиях будет как поддержка, твой талисман личный. Там каких-то общениях, то есть ты посмотрела, все, тебя в другое состояние вкинуло, и ты просто там творишь успех там и так далее. Надо попробовать.
То есть, НЛПисты, вот, например, те, которые как по психологии, да, типа, они это называют техникой якорения. А можно это делать, там, ущипнуть себя, там, приседание какое-то сделать определенное. То есть какое-то характерное действие, которое тебе будет напоминать об этом состоянии. Можно это, опять же, как татуировку сделать. Можно просто как надпись. Если не хочешь тело свое навсегда, или там, типа, калечить, там, или что-то еще, можно просто ручкой писать, обновлять каждый раз эту там надпись. Пока это просто не войдет в привычку, просто сама мысль. Прикольная идея. У меня есть 3, я думаю, надо перестать пить. Я это пробовал на себе. Это классно, очень сильно работает. Я перестал это делать просто потому, что я теперь это знаю. Мне это не надо напоминать. Вот, это единственный, исход этой ситуации, ты просто начнешь это знать. Поначалу ты, типа, думаешь так, потом ты начинаешь предполагать, по идее это так. Потом ты начинаешь, типа, там, да, чаще всего это так. А потом ты уже, так елки-палки, это всегда было так. И все, тогда тебе уже не надо это рисовать, ты стираешь, все, понятно, поехали. То есть вот тут только так это, Отличная идея. Попробуем. Да, это самое простое. То есть написал, все, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Едешь в машине, посмотрел, там, можно на телефоне поставить на заставку. То есть то же самое работает. Смотришь типа на часы, в этот момент, я есть. Я есть, там, раз, написал. Я, наверное, даже сделаю такую заставку, вам скину. Хотите, скачайте себе. Давай. На телефоне сейчас смотрите на руку. Это отлично. Вообще, в телефоне используйте заставки в пользу. То есть там сделайте себе фотошоп, если вам нужна популярность, например, где у вас там... А если я визуализацию делала, да. Пожалуйста, все что угодно. Там дом, жилье, машину, это все можно туда вкидывать. Это тоже такие же якоря, которые направляют сознание. Потому что мне так хотелось машину, она у меня на заставке была. Да. Я себе купила маленькую машинку, поставила, все, сработало. Теперь надо новую заставку. Да. То есть поэтому надо напоминать себе, то есть давать все время себе такой легкий пинок под зад, пока ты не будешь, не выскочишь с эго. То есть надо его все время тормошить. То есть принудительно. Потому что если мы, опять же, это не делаем, реклама за нас это делает сама по себе. Она нас убеждает, нет, чувак, ты не эго, все, ты тело, давай там, иди работай, иди там это делай, иди это делай. То есть и все, типа забудь об этом, ты там такой-то этот, и все, тебя сама кастомизирует, превращает в какого-то определенного персонажа и заставляет тебе с этой роли существовать. Но если ты познаешь себя как нечто большее, тебе уже в этом сложно находиться в привычных формах. Ты как переросток, типа, себя ощущаешь, типа, в этом... Хочется мощнее, больше, лучше, и ты не можешь уже остановиться. То есть рост уже не остановишь. Да, мы такие молодцы, просто молодцы. Мы ждем от тебя заставку. Хорошо. На телефон. Да, больше какие-то вопросы еще напоследок, и все, и расходимся по своим энергоячейкам. Нет вопросов, куча информации в голове, ее надо еще классифицировать, там разложить по полочку. Да, в этот момент или она сама разложится. Как раз закрепить. Раз, и оно типа... Попьем воды, у нас чая нет. Я уже напилась чая. Ладненько тогда, спасибо большое. Будем ждать следующего. Спасибо вам тоже, да. Спасибо, огромное, Артем. Люблю вас, ценю вас. Приходите. Да, мы тоже. Будьте собой. Тоже тебя любим. Спасибо. Да, был рад вас всех видеть и увидимся вовремя. Да, увидимся вовремя. Все, спасибочки большое. Всем спасибо. До свидания. Пока. Пока.